Вот. Что я поняла? Я поняла силу внутренней магии. Насколько этот внутренний вампир, сформированный детскими травмами, прошлыми контрактами из прошлых воплощений. И потом в результате жизни с абьюзером, как оно сильно влияет на человека даже через много-много лет. Наверное, мне нужно было это понять. И сегодня цель моего сеанса будет полное освобождение и восстановление моей целостности, моего внутреннего ядра моей души, а также избавление от причин всех страхов, чувства вины, самоограничения. И этот сеанс должен вернуть мне мою истинную силу и целостность ядра моей души. И это все нужно мне устранить эти все блоки, причины самосаботажа и открыть мой путь к полной реализации моей миссии. Исцеление моего внутреннего творчества, моего служения для процветания моего личного, моего рода и всего человеческого рода. Это, наверное, самый важный сеанс, наверное. После мне так и идет, завершающий. Это как продолжение моего самого первого сеанса освобождения, когда я расторгла свой магический контракт в эфирном плане из прошлого воплощения. Но сейчас пришло время расторгнуть мой контракт на уровне сознания, подсознания и на уровне ядра души. Этот магический контракт. Потому что магия– это манипуляция. И в первую очередь нами могут манипулировать наши собственные программы, убеждения, навязанное чувство вины, переброшенная карма, а также навязанные чужие воспоминания. Какие будут сегодня аспекты? Это моя левая рука. Психосоматически мы знаем, что левая рука отвечает за силу преображать мир, исцелять, связь с интуицией, с родовым началом. Не говорим о колдовстве, потому что магия и колдовство– это разные вещи. Магия происходит спонтанно, естественно. Магия заключается в том, как преображается мир. Вот эта магия, то есть то, что скрыто и что исполняется нашей внутренней энергией, силой. Колдовство– это уже ритуалы, это совсем другое. Ну, как и все в нашем мире, имеет две стороны, как монетка, две стороны, как говорится. Больше чем месяц назад я неудачно упала и повредила свою левую руку. Вот. И я хочу посмотреть, что произошло в этот момент на энергетическом уровне, как мое подсознание физически остановило меня от того пути, к которому я стремлюсь. И что мне нужно понять и освободить для того, чтобы моя сила, мое творчество были свободными. Я работала на протяжении этого месяца и практики прощения дыхательные, активные, практики осознанности и сканирования. Очень много исследовала, но буквально несколько дней назад мне снится сон. Обычно мне снятся сны, в которых я что-то проявляю волю, где я
буквально, как и в наших сеансах, провожу сеансы расстановки, где я проявляю волю и прорабатываю родовые программы и контракты мои, и моего рода. Но это был совершенно не мой сон, скажем так. Я почувствовала магию этого сна. То есть это не мое, это чужое. Мне снилось, что я посмотрела на свою руку, и моя кисть, именно перелом был, где начинается кисть. Что рука как ледяная, какая-то белая, и я ее взяла и просто так сняла, как будто бы она была искусственная, как будто бы это кукла была. А потом я взяла эту руку и вот так начала есть плоть, кушать. Я была просто поражена и проснулась в таком изумлении. Э, Я поняла сразу же, что это связано с внутренней магией, то есть с внутренними какими-то программами. Я, конечно, прорабатывала, и что мне пришло? И у нас был случай, ну, это было 8 лет назад, ровно 8 лет назад. У мальчика происходили какие-то жуткие вещи. То есть вдруг он начал видеть, слышать какие-то голоса, видеть что-то. И что интересно, над его кроваткой появлялись символы. Каждую ночь появлялись символы. И в результате сеанса э, я освободила этого мальчика от этой магии, и это известная ведьма российская Илона Новоселова. Вот, Новоселова ее фамилия. Это была магия от нее, потому что это была подруга этой э, клиентки Елены Гилео. И что интересно, произошло. Произошло то, что Елена сказала: а ты знаешь, после твоего сеанса Илона выпала из окна. Давай посмотрим, как это произошло. И я посмотрела, что ее дух выбросил, просто швырнул через окно. А потом, 3 или 4 года назад, я случайно увидела видео в Ютубе, где рассказывалось о том, что сожитель, фамилия его, по-моему, Александр или как-то Бесов, ее сожитель, был оправдан из-за того, что э, не удалось доказать, каким образом он мог с такой силой ее вышвырнуть из окна, что она упала не под окнами, а в палисадник. Там, по-моему, речь шла 8 метров от окна. И я увидела, как это произошло. Но Елена почему-то солгала, что это произошло после моего сеанса. И все эти годы я верила, что это так и есть, и я чувствовала свою вину. Все последующие сеансы я очень осторожно работала для того, чтобы не использовать мою силу. Когда я начала читать книгу Алана Шора, это известный нейропсихолог, профессор, который открыл свой университет в Калифорнии, правое полушарие называется, то он говорит, что сила телепата, она экологична, что телепат никому не может навредить. То есть все эти годы я думала, и я сомневалась сама в себе, потому что я знаю, что внутри меня я не могу никому навредить. Я очень осторожна. И я думаю, ну как, то есть у меня всегда такое было впечатление, что моя сила как-то работает сама по себе, без меня. То есть вот такое. И буквально я тебе написала, да, это было позавчера. Я
до этого времени верила, что это так и было. Позавчера я просыпаюсь с мыслью, мне как молния, как гром с ясного неба. Я просыпаюсь и, как всегда, в осознанном сновидении, и и я просто вижу, мне идет. Илона Новоселова умерла за год до твоего сеанса, до моего сеанса. Я быстренько смотрю в интернет, и я нашла информацию, и действительно она умерла за год до сеанса. То есть какая хронология была событий. Она наколдовала на этого мальчика, и потом ее неприкаянная душа, конечно же, что она начала проявляться в самом незащищенном, в этом маленьком мальчике, потому что это самое большое преступление по меркам Вселенной. Хочу разобраться. Елена Гилео, она же общалась с этой клиенткой. Я не имела доступа к клиентам. Она общалась. Зачем она мне это соврала? И имеет ли это отношение еще к одному аспекту, это к моей бабушке? Что еще интересно, что когда я готовилась к этому сеансу, очень осознанно и очень серьезно. То, что бабушка колдовала, ну, во-первых, я видела, как на все праздники католические она, м, ну, по моим меркам, это колдовство. То есть она какие-то обмывания делала, ручки дверные обмывала, потом воду выливала. То есть сказать, что звезды, числа влияют на человека, да, они влияют, если человек позволяет, чтобы какие-то числа, звезды, чьи-то расчеты влияли на них, тогда это влияет. Но когда человек берет в свои руки свою жизнь и исполняет свои желания, свою волю, тогда никто не влияет. Точно так же, как программы. То есть наши внутренние убеждения, программы, или, как мы говорим, теневая наша часть, они на нас влияют только до того момента, пока мы не берем власть над собой, над своей жизнью в свои руки. Так вот, этот Александр нарисовал какую-то штуковину, какие-то там треугольнички или что-то, или квадратик был с какими-то циферками по дате рождения. Ну, что интересно, он сказал. И это правда было. Он говорит, он сказал, что моя бабушка сильная ведьма, а я как старшая внучка, то есть я из всех внучек родилась первой. До этого были мальчики, внуки у нее. То как бы моя миссия разрушить это родовое колдовство. Ну, когда я была удивлена, потому что я как будто бы ничего не знала о бабушкиных этих колдовских штучках. Хочу с этим колдовством разобраться раз и навсегда. И связано ли это с моим падением и повреждением руки? И я думаю, что это связано с программой, то, что я упала, с программой опасной женской силы. Потому что у меня резкое, очень резкое, ну, может, даже неправильное отношение к магии, к колдовству. То есть это меня просто возмущает. Вот эта магия всего нашего пространства, и как она рекламируется, и Мгм. как люди выбирают вместо обычной, простой психологической помощи, выбирают магов, колдунов, и потом очень часто они же становятся нашими клиентами. Вот вставлю свои 5 копеек Да, конечно. пока. Ну вот, то, что, ну, как мне это видится, да, вот как я вот это вот. Такое ощущение,
что ты просто отказываешься принять огромную часть себя. Да, То есть, смотри, бабушка, а, это это не магия и колдовство, ну, вот как я это чувствую, да. Это огромная у меня аж мурашки. Это огромная сила и мощь твоего рода по женской линии. Просто она, это, использовала вот так. Это была ее воля. Но это огромная сила и мощь, знаешь, это твоя огромная часть, ну, это твое, ну, это, ну, как бы, и ты от нее просто отворачиваешься, потому что, ну, как бы, ты видела, как бабушка ее неправильно применяла, знаешь, что, ну, как бы, это, и ты ее отвергаешь, отказываешься, ну, как бы, ну, и вот это, ну, как бы, и даже то вот это твое отношение к магии, то, что ты прям ее вот, это ну, мне так кажется, что это просто, вот та же, вторая сторона монеты, да. И тем, что ты говоришь: "Нет, все, вот моя бабушка вот так вот, ну, вот такая нехорошая была, и я это тоже не хочу как бы принимать, использовать, потому что это как бы принималось во зло". И получается, ты огромную часть себя просто, ну, отвергаешь, отворачиваешься от него, вместо того, чтобы понять, что это сила и мощь. И это как нож, да, ты можешь его применять кто для убийства, а кто для приготовления шикарного блюда. Ну, как бы она ж не виновата, что бабушка твоя применяла так. И она как бы не заслуживает, чтобы ты ее, ну, отвергала. Ну, вот, мне так вот да, такое да, ощущение. абсолютно, да. Ты абсолютно права, Оля. Я именно хочу эту семейную расстановку сделать, чтобы эм, убрать не силу, отказаться не от силы, а отказаться от чувства вины, навязанного и бабушкой. Ну, даже представь себе, она католичка, католицизм, христианство как бы якобы запрещает колдовство, но у нее были такие программы и такие обстоятельства, что она занималась этой магией, но при этом я себе могу представить, какое чувство вины она испытывала по этому поводу. Да, но ты не бабушка. Но я не бабушка, и я хочу это развернуть. То есть Мгм. не свернуть эту энергию, а наоборот развернуть эту, потому что магия пространства разворачивается тогда, чистая магия пространства, тогда, когда мы проявляем свою волю и экологичным способом используем свою творческую силу во благо себя, своего рода и всего человечества и всей Вселенной. То есть позволить себе быть тем, кем я есть. Я родилась с уникальным талантом, и это не просто мои догадки, это факт. На протяжении 8 лет я как бы боялась проявить свою Мгм. силу. Вот Ш- интересно, просто тебе от бабушки досталось чувство вины, да, за использование силы и мощи во вред, а тебе потом еще Елео добавила. Это вот за твою уже ту частичку, которую ты и так уже там, ну, как бы решила использовать, и она тебя еще туда вот ну, тыкнула это носом, да, что типа туда в это чувство вины, что совсем вообще ничего не использовала. То есть всю свою силу и мощь. Я когда об этом думаю, я вспоминаю, сколько людей пытались меня вот толкать в это чувство вины за мою силу для того, чтобы я не раскрылась, чтобы я не показала свою силу. Потому что даже сейчас эта сила проявляется, и все удивляются. И мой муж Марк, и моя дочка говорит: мама, посмотри, ты не успеешь что-то пожелать, как оно исполняется. Но почему у тебя не исполняет? Говорит, хватит это мелочиться. Давай Мгм. исполняй свои желания как нужно. М. Но А ты боишься, что оно там это вот коротнет, прибьет, этот молния.
из рук Да, выскочит огромной силой и мощностью, да, и тут, чтоб надо держать под контролем, никуда не да, да. выпускать. Вот И всё. Вот сейчас, на мелочи еще можно там искорки попускать, а вот всю свою мощь, всю эту молнию выпустить уже как бы, да, ответственность, я да, чтоб просто удивляюсь. В таких мелочах раз, и оно уже здесь как здесь. Мгм. Вот. То есть я хочу эту прокрастинацию свою убрать Мгм. вот это все. Нет, прости, я Давай, перебью. давай. Я просто хочу тебя услышать, и не только услышать, а чтобы ты это прочувствовала. Готова ты принять всю свою силу и мощь? Вот она, какая она есть в полной силе, все, что тебе принадлежит. Да, готова. Я прямо чувствую сейчас, прямо физически, как энергия вокруг меня вот так вот вибрирует. Я считаю от 3 до одного. Ты расслабишься и войдешь в эфирное пространство, где будешь считывать только истинную информацию. 3, 2, 1. Виктория, ты в эфирном пространстве. Да, я сразу, как только закрыла глаза, услышала уйти от себя. И оно Мгм. так настойчиво звучит. Так, давай, Вот идет из сектора проявляй, магии. проявляй, кто там такое транслирует. Проявляй его на свет, кто находится в секторе магии. Вижу какой-то человек. О, о, сначала такие хитрые глаза, не то глаза, не то очки такие раскосые. А потом я увидела пенсне и увидела моего дедушку. Вот он в жилетке в такой, с отрубленными пальцами. Он был талантливый человек, и он делал и скрипки, и музыкантом был там, и играл на скрипке виртуозно, и даже скрипки делал. Ну, короче, и мебель делал, и обувь шил. Короче, он творческий человек. И рисовал. И вот я вижу тот лаковый шкаф, который стоял у него. И там нарисовано было, как сходит солнце. Он как бы вырезал на дереве. Мгм. И я вижу, как мальчик там играет на такой дудочке какой-то. Такое изображение. Ага. Так, а почему у дедушки отрубленные пальцы? Сейчас я спрошу у него. Может, для начала считай его ДНК, дедушка ли это твой на самом деле? Я слышу, это его логотип. Что это значит? О, я увидела герб, наш родовой герб. А, я слышу, семья Ванчалухов. Мы родом из, ну, из Нижней Саксонии. Граф Ванчалух– это как бы графский титул, а, ну, нашего рода. Мгм. Так. Почему тогда дедушкин там образ с отрубленными пальцами? Он повешал такие черные пальцы и говорит, вот так вот, 3 штуки повесил. Между прочим, у меня в 22 года тоже палец вот этот а, а, отрезала в троллейбусе. И у Марка, ну, мне пришили, а у Марка отрезанный вот этот на левой руке, вот этот палец отрезан. Так, и что это означает, эти отрезанные пальцы? Сейчас я считаю.
Я вижу, что эта программа, она черная, как магическая. Типа этот дедушка, он развесил, как будто бы на прищепке сохнуть эти, как тряпочки. Ой, это Мгм. что такое? Этот телефон. Видишь? Сейчас я выключу звук. Мгм. Сейчас. Интересно. Что это за Он говорит программа? для будущих поколений. Что А, это? притязание на силу. Этот демон говорит черный. Этот граф. И я сейчас иду. э, Где начало? Это находится, это вот, я вижу, это там олень, стрелы такие, вот этот символ, ну, родовой герб. Мгм. Так, где начало этой программы? Притязание на силу. Ну, я вижу ту ситуацию, где я на первом своем сеансе расторгала контракт, то ли мой, то ли чей-то еще родовой, где этот граф Ванчалух, сейчас надо считаю, Мгм. отрубил голову своей жене. Я смотрю, считывается Виктория. Мгм. Ам, Надо Как лучше посмотреть, потому что это смотреть? Я моя бабушка Владимир, это мой дедушка, а его мать Виктория, она очень рано умерла. Я вижу, он отрубил голову и вот так вот поднял за волосы голову и говорит, и как будто бы в огонь бросил в сектор интерферентов. И стоит как в рыцарском таком, в рыцарских доспехах. видишь, что он говорит? Он говорит, не моя жена, говорит, неверная жена. И я смотрю вот эту ситуацию, которую я видела на моем самом первом сеансе, где то ли это была я, то ли э, это кто-то из моих родственников, которая сделала магический ритуал. Это нужно, ну, как бы проверить сейчас. Сделал магический ритуал, и этот граф убил. Мгм. И Так. я в конце сеанса, я делала Мгм. сколоджера Грифази, Мгм. и в конце сеанса вот этого я сказала, я вижу, что там прячется серое существо. А он сказал, да ладно, неважно. Но где-то месяца 2 назад я увидела, что это важно. Мне этот сеанс опять пришел, и мне часто приходило, что мы не доделали этот сеанс. И опять вижу это серое существо. Считывается. Сейчас я считаю, кто он. Он выглядит как... не знаю, я эти фильмы не люблю. Какой-то урывок из фильма я видела, как такие существа, то ли это фильм «Владелец колец» или «Властелин колец», и там такие серые какие-то существа были. И вот оно считывается, что это сформированный дубликат, энергетический дубликат, Виктории сердца. Виктории сердца. И да, я вижу, что ту ситуацию, когда мне было 10, ну, 8-10 лет, я сильно заболела, у меня был ревматизм сердца. Я вижу, даже запах услышала этих лекарств, Мгм. корвалол от сердца. И я вижу.
что в секторе интерферентов считывается заглушка, Мгм. Так, хорошо. родовая память о предательстве. Мгм. Дальше ты кого? Я вижу, ну, этого графа, своей жены. Я вижу, как он как будто бы ее арестовывает, этот дух графа. Мгм. Он ее арестовывает, и я вижу такие усы, вот эта программа с этими, это ложный муж, то есть это не родственная душа, Мгм. арестовывает, руки назад, как бы пленницу, но у этой женщины нет головы. Вместо головы такой просто шарик, черный шар. Мгм. Что это за энергия? Считывается удушье, удавка, и подключка идет от этого шара в сектор магии, а потом в сектор духов, потеря центра, центробежной силы. И я вижу такую энергию, которая вот так, как будто из центра, как центробежное ядро души, которое заставляет все двигаться. Мгм. Мгм. Давай, пока что заморозь это все. Мы к Да, нему это обязательно вернемся. Отсоединись от всех и от всего. да. На счет 3 найди свое эфирное тело. Виктория. Один, два, три. Ну, я вижу себя и вокруг чувствую эти энергии, которые вибрируют. Ну, это энергии я слышу у пальцев. Это вот с правой стороны, вот здесь, как такая тучка темная, и тянется вот э, к этому ванчалуху, так и звучит. Дух ванчалуха, проклятие рода, убийца. И я вижу, что с этим духом связано. а, Вот интересно, дедушка и бабушка, они с одного рода, то есть с одной фамилии. То есть это одно родовое древо. Они поженились, но они с одного родового древа, и у них у обоих один и тот же предок. Мгм. М, Хорошо. Вернись к своему эфирному телу. Да, Считай эфирное ДНК. Ты ли это? это я. Но я чувствую, что на мне как будто бы такая светоотражающая энергия какая-то. Мгм. Считывается как защита от избавления рода. М, м. Сейчас я Спро- смотрю что-то. Сначала давай спроси разрешение поработать с тобой и для тебя. Я вот так руку подняла, и она оранжевого цвета. Мгм. Здесь такой ключ. Я говорю, да, разрешаю, пришло время. Мгм. Говорю, отворить ворота для нового времени. Мгм. Хорошо. Что это за светоотражающая энергия? Слышу камуфляж. Считывается как камуфляж. А, Неразрешение, как бы испытать себя.
Как он на И тебя опять, влияет? и в этой, я слышу этот шепот: уйти от себя, Мгм. боязнь проявить себя, страх проявить себя. Так, Я слышу страх получить готовую версию себя. что это значит? Я слышу золотое сечение, оно считывается как золотое сечение и изначальный вариант творения. Так. Кто хозяин этого камуфляжа? Приказываю ему проявиться. Я вижу, что он находится на уровне моего живота, и такие вот точно такие же вот светоотражающие полосочки от сектора магии до сектора интерферентов много. Так. Кто хозяин всей этой светоотражающей энергии? Приказываю ему проявиться. В секторе интерферентов я слышу, вижу фигуру тяжелую, крупную, и идет в сапогах, и бум-бум, такой звук. Говорит король. Так. Приказываем отвечать, кто он такой. А, Когда ты это сказала, то он сделал такой выпад, как съесть меня, и так заболела, вот где рука повреждена. Там, где ключик висит, да? Да. Мгм. Он говорит, Приказываем. что он... Сейчас я его взяла так и как в банку квадратную закрыла, Мгм. и крышку. Он уменьшился. Я ему приказываю отвечать, кто он. Я считываю опять этот ключик. Считывается ключ к уменьшению моего рода. Я приказываю ему отвечать, кто он такой. Мгм. Проявляется такой длинный хвост, и он в этом плаще черном пытается его скрыть. Проявляем Э, его полностью, всю его суть на свет. х- Хватается за морду, деформируется. Мгм. Сейчас я его рассматриваю. Считывается ДНК моего Мгм. рода. О, ключ к разрушению магии, к Мгм. разрушению себя. То есть это ключ к разрушению самосаботажника или этого внутреннего вампира. И опять он выпад сделал. Так. Зеркально прям банку его закрой, пусть на себя там выпады делает. И приказываем ему отвечать, кто он такой. Он царапается в этой зеркальной банке. Давай, как ты умеешь. Прижми его там. Когда я его прижала, то у него потекла из живота, из пупка, такая черная энергия, подключка, еще ниже. И я вижу дворец, замок. Мгм. И такой, как то ли зеркало, то ли портрет. Вот эта подключка пошла. Она дальше за этот портрет. Портрет стоит, огромный портрет какой-то, замороженный. Вот эта рука у меня такая же была замороженная, белая. Мгм. Чей портрет? Сейчас я посмотрю. Там как будто бы ветер дует, и такой мороз, все инеем покрыто. Считывается прах. Мгм. Сейчас Чей я это портрет? сметаю, как будто бы я а, кисточкой так, знаешь, как картины реставрируют реставраторы. Вот Мгм. я так кисточкой этот прах сметаю, и когда я смела его, то там
какая-то фигура была согнута, женская фигура была согнута, и она выпрямляется, и у нее на голове этот шар черный, как аквариум. Что это за Сейчас. фигура? Она говорит, что она жена Ванчелуха. Я вижу ее платье. Мгм. А что она делала Она там? говорит, что она рабыня. Она жена, но она в таком бедном платье. Мгм. Почему? Она говорит, что он ее казнил и показывает на это серое существо и говорит, я его узнала. Мне Виктория рассказала. Говорит, я ей показала во сне, и показывает этот сон, где я кусаю, то есть это программа Мгм. саморазрушения. А, Так. говорит, я ей рассказала о себе истинной. Так. Что именно? И опять она показывает на это серое существо, говорит, что это ключ к раздиранию себя. И Мгм. показывает эти пальцы моего дедушки, который считывается, что а, как бы считывается вот так, насиловал себя за уничтожение рода. Что это значит? А сейчас Почему он себя насиловал за уничтожение рода? он говорит за блядство. Мгм. А почему он тогда им занимался, если он потом насиловал себя? Я вижу, что вот я вижу тот сон, когда дедушка умер, то, ну, он был очень уважаемый человек, и к нему, как в мавзолей, 5 дней ходили люди, день и ночь. Ам, но мне приснился наоборот сон. Мне приснился сон, что он пришел и так стал у плиты, как будто бы погреться, и говорит, что ему холодно. А потом мне приснилось, что я смотрю, а он а, лежит на одре смертном, и у него член такой неестественный, как будто бы искусственный, красный. То есть и я рассказала своей маме. Вот я вижу этот момент. А мама сказала, что дедушка блядун был. Мгм. Почему он этим занимался? Он говорит, я не мог умереть спокойно. Мне Почему? нужно было дело довести до конца. Какое дело? Там какая-то идет программа. Он говорит, что он изнасиловал свою подругу. Это программа. Это не из жизни его. Это идет. Сейчас я спрошу, какую подругу. Мгм. Это идет как дивертикула считывается вот в секторе интерферентов. Это родовой казан. Вот эти иконы, где в казанах людей в М. аду там Варят. жарят, варят. Мгм. То есть это эгрегориальная структура негативная, которая как компьютер, скажем так, родовая память, но низковибрационная. То есть это ДНК, информация, родовая память или род, как мы говорим, он имеет, как бы, я слышу, иерархию уровней. И самые тяжелые, вот все воспоминания, вся память, она вот считывается, закабаляет род в негативных формированиях.
Так. Какое дело дедушке важно было закончить? Вдруг он сказал: "Вика, говорит, моя главная внучка, Так. В чем суть этого дела, которое ему важно было закончить? считывается просто спасительница рода". И мне сразу пришло, на память, как, я, когда бросила своего бывшего мужа, ушла от него, то я начала очень много как бы вспоминать, и мне начали сниться, и я поняла, что у меня какая-то миссия. Мне приходило просто звук, ну, как будто бы звучание информации изнутри меня, спасти свой род. Я тогда не М, понимала, что это. А он так. он и как бы и говорит: "Ну вот, ты пришла спасти свой род, и вот в этом казане образно достает, такую, как голову". Это, наверное, все метафоры. Мгм. Сверкающую голову, и говорит, что это, жизнь моей внучки Виктории, говорит. Мгм. Так. Она Почему Он она в говорит, образе ей головы? надоело носить, чужую карму. Он говорит. Так. Это он про тебя говорит? Да, Так. Какую чужую карму ты носишь? вот этот, баллон, он считывается, вот этот баллон черный на голове, а, считывается проклятие Ванчалуха. И тут же звучит Илона Новоселова. И, Так. это такая черная энергия и такая черная рука в секторе магии к этому баллону привязана. То есть этот баллон, вот так вот, как будто бы его потянули вниз, и такая вот черная рука, считывается Илона Новоселова, и я вижу ее, Так. Как она связана с этим баллоном, с этой чужой кармой? я вижу ее рука и такие пальцы. И тут же и какие-то карты, какой-то антураж ведьмовской, и тут же лицо Елены Гилео, которая, Мгм. говорит с этой рукой, говорит: "Она убила тебя". Говорит: "Вот я принесла тебе доказательства". И, показывает, так поворачивает экран, компьютера. Так. Спроси у Елены Гелео, зачем она такую информацию дает этой Илоне Новоселовой, что ты якобы ее убила. Ее этот дух, Елены. Мгм. А на самом деле это секта, она так и звучит: Виктория Ясная. А, Это кто? это секта, в которую она входила, эзотерическая секта. Там этот дух, как бы набросился, на меня, где я там вот стою. Так, да. То есть Что? В какой момент, что тогда на физическом плане было, когда этот дух на тебя набросился? я вижу, в этот момент появляется, э, у Елены такой черный язык, такая черная волна. Так. И что там происходит в этот момент? Она солгала, мне, что хотя она прекрасно знала, что эта Илона умерла за год до нашего, сеанса. И я вижу, как, эти символы, которые мы убирали со стены, которые появлялись каждую ночь, когда я приняла это, на веру, то есть я проверила, сколько лет прошло. Я только пару дней назад проверила после моего сна.
когда умерла эта Новоселова. И оказалось, что год до нашего сеанса. Так, хорошо. А почему ты ей поверила? А я слышу, потому что я не могла а, допустить своего освобождения. И показываю в сердце такой спрутик черный, такая голова, вот как этот баллон, с такими ножками. Э, Так, это то, что ты говорила, заглушка? да, Родовая память о предательстве? да. Хорошо. Ну так А, и звучит. Он убил меня. так, подожди, вот это заморозь. Он убил Да. меня, это мы вернемся. А сейчас к Елене Гилееву приказываю отвечать, зачем она солгала. Она вдруг вот так грудь надула, как голуби это делают. Так М, стала, грудь надула и говорит: «За мной рать!» Вот так вот показывает назад. Прекрасно. И Зачем она солгала? Приказываю отвечать, зачем она солгала, что ты виновата в смерти Илоны Новоселовой. она показывает, как будто бы она запихивает что-то как в дыру в какую-то и говорит, что ей нужно было перепихнуть, буквально вот так говорит, перепихнуть а, дух Илоны, говорит, в тебя. И показывает, вот как черная рука так хап отрезалась у этой Илоны. То Так, есть передать, она говорит, передать дух Илоны, закрыть от света, и я вижу, как закрывается этот скафандр, как будто вот этот баллон на голове. Так, для чего ей это все? Перепихнуть дух Илоны. Она говорит, она пришла, ну, на меня говорит, чтобы нас всех спасти. Мы утонем. Так И, спасти или утонут? ну, я передаю, что я слышу. Мгм. Она говорит, потому что вот когда она говорит нас спасти, то из сектора интерферента, вот там, где эти эгрегориальные структуры, которые поглощают энергии человеческие души, то там такие еле слышны голоса. Мы здесь, мы здесь. А Так. когда она сказала, мы все утонем, то это имеется в виду вот эта их теневая часть ее. Это, Мгм. это дух, и с этими всеми, как она говорит, рать, и я вижу, как будто бы в горе дыра такая, и там где-то в горе какие-то духи таким кружочком сидят. Мгм. Кто они такие? Считывается подземная рать, а, и они встают, потому что им приказала встать, и они встают. Вот это какая-то секта, связанная с этой горой, где там Кайлас, эти подземные боги, вот эта вся ерунда. Мгм. Кто эти духи, которые находятся в горе? Они показывают, что они развешивают души как будто бы на елку, как игрушки. Кто они такие? Говорят, Проявляем что их на они свет. духи подземного царства, какие-то м, берегители. А, Берегитель чего? О,
вот этих сердечных центров, э, говорят так, ядр душ человеческих. И в секторе Мгм. интерферентов вижу как соты такие, коробочки вплотную, ну, как шестиугольные, как соты буквально. И Так. эти коробочки, и там чуть-чуть приоткрыты, с одной стороны, дверцы. Это связь с душами живых. То есть вот эти усопшие души М. считываются принесенные в жертву. Мгм. Как эти души, это ядра душ человеческих появляются у них там в этих ихних сотах? Ну вот я вижу, что у Елены как будто бы топор такой древний, какой-то римский, ну как типа головы рубили, как у палача. Появляется Мгм. такой топор. Она говорит, что она служитель культа древней подземной цивилизации и говорит, что она их жрица. Мгм. Так, а в этих сотах, там, где ядра душ человеческих, есть ядро твоей души? Да, Так. Когда оно там появилось? часть моей души там есть. Что произошло на физическом плане, когда часть твоей души появилась у этих духов в сотах? Я вижу, что вот этот рыцарь, дух Ванчалуха, Мгм. он как будто бы вот так рубанул, голову отрубил и как монетку словил. Чих! Знаешь, как орел или решка подбрасывает монетку. И так словил и закрыл ключом, ну, вот эту сияющую часть. Так. Считывается доминанта сознания, а ключик проглотил. И Мгм. этот ключик у меня в левой руке. Считывается, я слышу, а, ключ сознания. Хорошо. А когда ты его получила, когда он оказался в твоем пространстве, этот Кто он? ключик, что А, произошло на физическом плане? я вижу этот магический контракт, который, этот сеанс, он незавершенный, который я делала, самый первый сеанс с Мгм. Калоджера Грифаси. Так. Потому что я Проявляется увидела это магически. серое существо, а он сказал, это не важно. Мгм. Проявляй контракт, проявляй на свет это серое существо. Кто он Проявляется такой? контракт, как книга такая, а он пытается вырвать эту книгу и сожрать. А я ему приказываю, говорю, выглотни все. То есть, ну, как бы Мгм. верни обратно. И я Мгм. вижу, как кусочки этой книги возвращаются, а он уменьшается. И я вот с правой стороны, вот где эта тучка темная была, я Мгм. вот так, а, оно почему-то считывается энцефалит, прозвучало. И в секторе магии появилась моя мама молоденькая, а у Так. нее было воспаление мозга, энцефалит. Мгм. Клещ ее укусил, Так, когда хорошо. она Почему она в проявилась старшеклассницей сейчас была. Сейчас там, я в этом спрошу. облаке? Я вижу эту ситуацию, почему она проявилась. Потому что когда мама нас родила, короче, это она всю жизнь, ее голова болела. И я сейчас вижу, когда я маленькая была, а, мама постоянно а, говорила, что у нее болит голова. Так. Ну, она сейчас проявилась. Я вижу такие золотые часики, и так тык-тык-тык по этим часикам постучала я пальцем своим. Так. Что это означает? А,
считывается, что время пришло маму освободить, и вижу ее в одном из этих. А сейчас я приоткрою все, посмотрю, кто там. Я приоткрыла Ядра все эти душ. соты, Мгм. и там так много душ, и они все выглядят как, считываются заколдованные. Мгм. Заколдованный мир. Что это за души? Как они с тобой связаны? Я слышу родовыми нитями, М, душевными нитями. м, Хорошо. Вернись к контракту магическому и к тому существу Да. серому. Приказывай этому серому существу отвечать, кто он такой. Он говорит: "Я целитель духа Люцифера". Так, что он делает в твоем пространстве? Показывает, подножки делает, и вдруг, ну, вот так подставил подножку, и вдруг я увидела лицо этой Оли, маркетолога, которая хотела, считывается, украсть меня. То есть мою личность хотела украсть, мое имя, мой курс, ну, логотип, ну, вообще все. А считывается вот так: украсть меня. Мгм. Так. А, Этот контракт магический, проявляя его полностью и всем сторонам этого контракта, приказывая проявиться и стать по старшинству. Опять этот, появился в плаще с хвостом и в сапогах, и морда у него меняется. Мгм. Так, Считывается дух Ванчалуха. А что это вообще мгм. такое дух Ванчалуха? Посмотри. Считывается казнь, я слышу казнь, и опять я вижу, как он отрубил голову, вынес на улицу из своего замка. Вынес, на балконе стоит, и так вот голову держит и говорит: "Моя жена". Так. Что происходит в эфирном пространстве, когда он это отрубает ей голову? И я вижу, я слышу, заключена, как он как будто бы арестовывает часть, души. Она М, заморозилась. Как это И влияет на род, народ на твой род? Как влияет эта казнь и то, что она очень заморозилась? плохо влияет. Я услышала в секторе магии Иван и увидела моего двоюродного брата, а, которого где-то в 2008, наверное, году убийца убил. Именно он голову ему повредил. Мгм. Так, хорошо. Отсоединись от этого всего. Да, Вернись к магическому контракту. да. Посмотри, какие там еще стороны этого А, контракта. еще в секторе появляется на контракте вот такая, как эта пятиконечная звездочка такая черная. Она М, магическая энергия, она как расплавляется, и она под ключка тянется от нее в сектор магии. ну, кто находится в секторе магии, приказывая проявиться. Это энергия, это волна. Мне пришло вот это как нотный стан и ноты. Мгм. Вот. Это волна, информация, а, искажение. Так. О чем эта информация?
Это передается по роду. И я вижу этого графа, который скачет в лесу, и у него такая стрела, и он как оленицу а, убивает. Мгм. В чем суть этого искажения, которое идет по роду? Вот я вижу отрубить руку, не дать силе взрасти. Так. Почему он хочет не дать силе взрасти? Потому что я вижу, что когда вот эти соты все вдруг открываются, и все эти души, они связаны своими ниточками сияющими к этому магическому ключу, который в центре этого договора. Мгм. Так. Что это И за магический это ключ? считывается как назидание поколениям, а, волшебство. Вот. Все стороны этого контракта ты увидела. Все они проявлены. Еще какая-то полосочка. В секторе магии. Давай посмотрим. Там много Да. таких каких-то подключек. Давай проявляем всех, кто находится в секторе магии. Появляется Елена Гелем. Потом Оля, маркетолог, появляется. М. Появляется мой бывший Иван, муж. Он говорит, что он так усы закручивает и говорит, что он как бы служитель графа Ванчелуха. Говорит, что он мой муж по графу. Или М. он им был, скорее всего. Так. Цели проявленные. Всех ли ты увидела? Да, и вот эта серая сущность, которая находится по центру, Мгм. это моя собственная программа, буквально считывается как слепленная, как слепок из моего энтузиазма и блокировок. Мгм. А когда она впервые появилась в твоем пространстве, этот слепок, что произошло на физическом плане? Я слышу страх, и я вижу, что это тот момент, когда а, то ли это буквально, то ли это фигурально, этот граф Ванчелух отрубывает голову и показывает всем, а такие черные руки, то есть страх, хватается за горло, вот так за горло, на котором как бы нет жизни. Оно так и считывается. Голова– это жизнь, нет жизни. А что это за черные руки? Что это за Это энергия? магические руки, считывается магия возмездия, тянется из сектора магии. Это Мгм. программа такая, и там Кто такой хозяин? вырастает, как без головы, как эта программа, как будто бы человек, ам, как огороднее чучело такое, Что но это без за программа? головы. Считывается, что это преследование. Это программа преследования Мгм. преследует. Это то, что я видела, когда э, мой бывший, эта его любовница наколдовала на него, и он как будто бы с ума сошел. То это Лидия, то я очень стала чувствительной, и я видела, я спрашивала мое подсознание, просто вот, ну, просто спросила в сознании, и
сразу видела эти образы, и никто не знал этих эзотериков, которые ко мне приходили там на диагностику, спрашивала, никто не мог мне сказать, что это. И я видела этого преследователя. Он выглядел как пастух в капюшоне, Мгм. такая черная фигура. То есть он и считывается преследователь, это программа, преследовать род. Она проникает сквозь, это родовая память. Оно связано вот здесь фигурально, да, то есть психосоматически в печени. Мгм. И вдруг Ленка говорит, Гелиа, я дала тебе чужую силу. И буквально я вижу, как она прикручивает эту черную руку. Это считывается сила убеждения. Вот буквально ее, как она говорит, эти, мимика у нее такая, кривой рот, так, вот это она так говорит, и вот это она так, вижу, сила убеждения, переброс кармы. И опять это еще Илона. То есть это на этот старый старинный контракт это все навязалось. Это Илона. То есть эта рука символизирует присутствие привязки к Илоне. Я слышу смерть по предназначению. Отлично. Что? Что значит смерть по предназначению? Я вижу опять эту ситуацию, как ее демон выбросил из окна. И так раз показывает на часы, говорит, время пришло предать Мгм. Викторию. И я вижу, ну, сейчас вся картина ясна, потому что Калоджера предлагал работать в его команде телепатом, Мгм. а Ленка, как одна из выпускниц, мне уже потом это рассказали, она что-то там на меня наврала специально, а я думаю, почему они перестали со мной общаться? Мгм. Ну, как бы, Хорошо. да. Видишь ли ты И сейчас этот переброс чужой силы на она тебя? буквально меня украла, так считывается. Мгм. Видишь ли это сейчас все? Да, Что она тебя украла, что она перебросила чужую силу, то, что почему она тебя обманула, что ты привела к смерти Илоны Новоселовой, как это на тебя подействовало. Видишь ли ты это все сейчас? да, я вижу. Да, передавай Елене информацию, что ты все видишь, все ее воздействия, Я все ее вижу ее, вредительство в этот твою сторону. черный язык, который он был направлен в мою сторону, а теперь волна пошла обратно к ней. И я вижу, как она хватается за горло, эти же руки, этот преследователь, хватает ее. Это он считывается карабин. Что такое? А, Что это Она как означает? не, даже не карабин, а что-то звучит на каком-то языке. То ли карабиньер, то ли что-то. Мгм. Какой-то карабиньер, как будто бы по-испански как-то звучит. И я вижу, как этот Ванчелух, который был в доспехах, как рыцарь, этот дух, и он Лену как бы штыком протыкивает, ну, Мгм. энергетически. Отказывайся принимать всю эту чужую карму, всю эту Я чужую беру силу. и вот этот ключ, который называется ключ на этом холсте сияющем, такая черная, это где оно как обугленной, это была звезда, это пятиконечная магическая, Мгм. а теперь просто кусок такой обугленный. Я взяла вот так кусок это и отодвигаю, и там такой гвоздь, как будто бы, и он поворачивается, и просто Елене в рот, считывается в глотку.
за ее ложь. И вдруг я беру этот ключ отсюда и М, ей передаю, и эта рука, это магическая. И м, этот сон, который мне снился, что я как будто бы откусила кусок своей плоти с этой руки, то я вижу, м, что это возвращается к Елене, а я м, поднимаюсь вверх, и вдруг опять слышу пальцы, и я спрашиваю моего дедушки, что он может вернуть свои пальцы и отказаться сейчас, как и я отказываюсь выполнять чужие программы, и он может проявить свою божественную силу и отказаться от тех негативных программ, которые он выполнял всю его жизнь. Что происходит? А он говорит, я больше не буду работать доводчиком. И какой-то, как будто, я не знаю, кто такой доводчик, но это выглядит, как будто бы стрелки переводит этот стрелочник на путях Путях. железнодорожных. Он говорит, что он больше не будет работать доводчиком, и я вижу, как он свои пальцы родные одевает себе, то есть они у него вырастают. Мгм. Передай дедушке информацию об освобождении, алгоритм. А он очень хороший был, очень мудрый. Ну, вот эта программа у него была тоже такая. Мгм. И я ему передаю, что я принимаю от него всю силу его рода и моей бабушки, то есть это один род, но я отказываюсь принимать эти программы смерти этого и убийства этого Ванчелуха. И вдруг я вижу, как эта ледяная бомбочка на голове у этой, М, считывается, принцесса страха, м, разбивается изнутри. И я вижу, как я достаю этот ключ из руки, м, поворачиваются. И я говорю, что я больше не рабыня. И м, вот в этот момент эта ситуация, э, где там был этот еще контракт, самый первый, которого, ну, который я видела на первом сеансе, это м, все как бомбочка взорвалось. Я забираю свою часть божественной души, свое ядро души. Я позволяю себе быть истинной, вернуться к себе и стираю эту программу, уйти от себя полностью и отдаю туда, через поколение, откуда эта программа пришла. И я передаю информацию. Я свистнула или кто-то свистнул. Вот так. Но я не умею так, свистеть. Вот так как-то. И мгм, прибежали из сектора интерферентов такие черные лошади. И так. начали кого-то кушать. Так, давай сначала. Кто свистел? Считывается Правильно. программа «Испытатель». Так, Это черная программа. так. В чем суть этой программы? Это как искуситель. Мгм. Хитрость. Считывается такая хитрость, подстава, лукавство. Так, как эта программа на тебя влияет? Я слышу, выбирала чужих. Так. Кто хозяин этой программы? Вот вижу опять эти усы такие, знаешь, вот такие вот. Это вот, наконец-то оно пришло. Я думаю, что это этого военного видела, когда женщины выбирали не по Гусары? любви, да, этого гусара, а это вот сейчас вернусь. Это вот как чужой человек. Это программа,
лицемерие перед самим собой, когда человек доверял не своей интуиции, а из страха, не из любви, а из страха выбирал свое окружение. Вот как Так, это делала я. когда эта программа появилась в твоем пространстве? Что произошло на физическом плане? Я слышу, что согласилась выйти замуж за Ванчалуха. И вижу, как девушка простая вытирает руки, М, а, и одевает этот Ванчалух кольцо ей такое. мгм. Так, видишь ли ты эту ситуацию? Да, К чему привело согласие выйти замуж? да. Как это подействовало на род? Я вижу, что эта программа вот проявилась и в следующих, и в этом воплощении я вижу, когда, ну, не за богатого я вышла, конечно, но вот я вижу свой первый брак, когда мое подсознание, моя душа хотела убежать из свадьбы перед росписью. М, Но я подумала, а что мама скажет, а что люди скажут. так, Вот. хорошо. А та девушка, почему она согласилась выйти из-за этого? Она показывает такие черные подставки, как каблуки, и говорит, он подарил мне каблуки, такие черные показывает, магические. Мгм, Говорит, я стала выше. О, даже мгм, у меня фамилия такая у нашего рода м, Высочанские, типа м. выше. Ну, передай этой девушке, да, что если она хочет, она может отказаться выйти замуж и принимать эти каблуки, если хочет. Вдруг она видит, и что эти каблуки это как змейки, как змея считывается энергия, и с нее падает эта личина э, этого духа Ванчелуха. Вот это рептилоид, да, это символизирует страх и выбор из страха. Мгм, Рептилоидный этот рептильный мозг, то есть страх, так. доминанта страха. И как меняется ситуация у этой А, девушки и со всей этой ситуацией с отрубленной головой, с этой кармой? но сейчас я вижу, что она как будто бы своими руками вот так такое кольцо из шеи, как металлическое, снимает, М, отрушивает опять свое платье и пришла и положила вот так руки на стол. И говорит, что она пришла, чтобы исцелиться, исцелить свою силу. м, так. И И что это? программа прозвучала: "Я должна потерять все, Мгм. чтобы обрести себя". Так. И кто хозяин этой программы такой? Нужно потерять все, чтобы обрести себя. Так, подключка пошла. И я вижу, что это сработало, да. Я вижу, что мой прадедушка, его же как бы коммунисты, когда пришли, они же раскуркулили, они ж называли это раскулачиванием, да. Мгм. Отобрали все. Ну, еще там дедушка прятал некоторые вещи, и у дедушки было очень много тоже ценных вещей. Но бабушка отдала ни мне, ни маме, ни своим родным детям, а
Вот, вижу Нюся, а параллельной, то есть своей родственнице. Так, кто хозяин этой программы, что должна потерять все, чтобы обрести себя? Ну, вот этот дух Ванчалуха стоит. Мгм. Так. А, и почему он еще, на чем он держится, если та девушка отменила свое решение выходить замуж за этого Ванчалуха? Вот я вижу, тянется прямо к моей руке, вот где основание большого пальца, М, вот прямо вот там идет. Считывается созидание рода м. Что в это этой означает? точке. Мгм. Считывается Так. психологическая травма, и там такое, как гнездышко, точка такая. То есть я вижу, что физическое тело человека, оно хранит эту память, и каждая точка в теле имеет какое-то свое психосоматическое значение. И И какая здесь, там психологическая травма в той точке? ну вот, потерять все, чтобы обрести себя, этот контракт. Мгм. Давай. Это тот магический контракт, который мы Да, рассмотрели? Мгм. да, Хорошо. Проявляй его полностью, этот да. контракт. В какой момент он образовался в твоем пространстве? Что произошло на физическом плане? Но я слышу опять это слово удушение, и я вижу, как этот дух Ванчалуха, как будто бы голову, ну, как бы исчезает голова у этой женщины, она хватается за шею, и петля как будто бы стягивается, а петля тянется в сектор интерферентов, а он выхватывает как монетку сияющую и прячет. Так, что это за энергия, монетка? Оно считывается, это, я слышу, потеря себя, потеря ключа к созиданию. Мгм. Так, сейчас я посмотрю, что это метафора или это действительно так было, что происходило на физике. Так. Мгм. Потому что это все выглядит как метафоры, Мгм. Смотри, но, что как, происходило на физике в этот момент. но когда я подумала, что происходило на физике, то я увидела эту, она считывается графиня Ванчелух. Мгм. Сейчас я считаю её эфирное ДНК, кто это. Да. В этом воплощении я знаю. Оно считывается как моя душа. И я вижу банты такие на платье. Мгм. И я такой стол письменный большой. И я что-то Так. Что происходит на считывается, физике, э, когда что-то написано. образуется этот магический контракт? Что-то я написала, а потом встала и как будто бы повесила с левой стороны. Это как навязанные программы. Считывается, что отдала предпочтение. А, Кому или чему Я вижу, что дала я как будто бы предпочтение? отдаю а, такие, как сокровища в шкатулках, отодвигаю. М, Так. Что это за сокровище? Я слышу слияние родов. Мгм. То есть Так. мой род, он как будто бы слился в этот момент с этим родом Ванчалуха. Мгм. Что происходит на физическом плане, когда образуется этот магический контракт в твоем пространстве? Ой, такая смешные танцы, так подпрыгивают смешно.
танцую так. Тын-дын-дын-дын-дын-дын. Так. Считывается, я вижу, как танцы какие-то, и вот этот граф как бы вот Мгм. так сделал. В честь чего танцы? Кольцо черное. Я слышу «Свадьба графини» Виктории М, Высочанской. мгм. М. Хорошо, вернись к А, контракту. Я хочу передать информацию самой себе, что я — это я здесь и сейчас, а та Виктория, даже если это я была, или это родовая память, или кто-то, вот я от имени этой Виктории в том воплощении или, или кого-нибудь другого, я представитель и адвокат своего всего рода. Мгм. Я не обязана носить контракты э, своей ушедшей души, своего тела. Я возвращаю все частицы моей божественной души и ядро моей души ко мне. И я вижу, как я беру эти драгоценности опять, а, притягиваю эти шкатулки и начинаю пересчитывать и записываю. Мгм. А М, что с черным кольцом, который Я получил от вижу, графа? как моё мой палец распух от этого кольца и передавил, и как будто бы палец отпал, и, как будто бы сам по себе, эм, как печатку поставил, отпечаток, на этом контракте. На этом магическом контракте? Да, Мгм. Хорошо. Давай проявляем полностью этот контракт и все его условия. Посмотри, на что ты согласилась по этому я контракту. вижу, что там уголочки контракта заворачиваются, как будто бы хотят так как конвертиком сложиться, а я беру и разворачиваю. Мгм. Считывается потерять себя, потерять все, чтобы обрести силу. И вижу, что в этом контракте такая энергия огромная, как солнце. И когда она выходит, эта энергия, то вот эта люминесцентная штука плавится, и все эти волокна, которые тянулись в разные стороны, они тоже так лопаются, как струны. Вот. Мгм. Я На что провозглашаю, что я отказываюсь носить программы своих прошлых воплощений или моих родственников, прямых и параллельных. И я принимаю только свое личное добро, все, что мое, принимаю себе, а все чужое отдаю туда, откуда оно пришло. Мгм. Мгм. Что происходит с этим контрактом? Ну, он так вот скрутился и уходит в портал, а я ухожу. Вот эта энергия, как солнце, она считывается, вся эта энергия, весь этот шар огромный, как ключ к распознаванию себя, к М. распознаванию своей силы. Я принимаю свою божественную силу, признаю во мне эту чистую энергию Творца, разрешаю себе быть Творцом и пользоваться своей силой на все 100. И вижу, как вот эта вся штуковина, которая была заморожена, там у моего дедушки эта программа черная с этими Мгм. пальцами, она уходит. И я вижу, как меняется ситуация, и он работает на станке аккуратно, не наказывая себя,
Мгм. Также я Хорошо. вижу ту ситуацию, где я ехала в трамвае, и а, там палец мой попал в какой-то механизм. Там я вижу, Не как я свою руку, м, я своей левой рукой ухватилась как бы между людьми, за что попало. А сейчас я вижу, как моя рука разворачивается и вот так берется за эти поручни. И буквально я толкнула какую-то энергию, которая сзади меня стояла. А она считывается, что это Елена Гилео. Ее дух стоял тогда, буквально как демоненок такой, как черт, с записной книжечкой, и записывал. И он подтолкнул меня, чтобы я хваталась за то, чего не вижу между людьми, вот так вот. Я отказываюсь искать опору во внешнем пространстве, там, где я не могу контролировать, где я не понимаю чего-то, и отдаю карму этому духу и передаю Елене и ее светлой душе алгоритмы освобождения, ее демоническим программам приказываю убираться с моего личного пространства. Я вижу, как подключку из печени убираю прочь. Я ей передаю, чтобы она забирала всю ее ложь, клевету, все ее Хорошо. воздействие, все ее энергии, возвращаю всю свою силу, энергию себе, Мгм. разрешаю себе быть тем, кем я есть на самом деле. Хорошо. Посмотри, полностью ли ты расторгла этот контракт магический. Ну и вижу, что эта серая штуковина, он как бы Слепок как-то из вот так страха. мне, да, слепок этот, он вот так пальцем мне машет. Сейчас я его спрашиваю, что-то он мне угрожает тут. Мгм. Он говорит, что он не может подняться с ног. Я ему говорю, что он, возможно, служил мне какое-то время на благо, но он забылся, кто здесь главный, что я выбираю, и он должен сейчас полностью уйти, раствориться. Я Мгм. принадлежу себе. Я выбираю свет, творчество и выбираю вернуть себе все потерянные энергии во всех воплощениях. И также передаю эту информацию всему моему роду. И вдруг я вижу, как оно считывается как шкатулка, а, как соты. Вот этот казан с этими сотами открываются, и множество душ оттуда вылетают, и Мгм. привязки вот с правой стороны, где эта тучка была, они подлетают сюда, и здесь происходит, как считывается, чудеса, и отвязывается эта привязка к теневой части моего рода, то есть к темной части рода, и Мгм. оно отваливается. И я освобождаю, и вижу, как души проходят как будто сквозь какой-то это в другое пространство проходит. Вот это, где они там поотвязывались, это штучка люминесцентная. Она полностью исчезает. А я просто наблюдаю, как оно все уходит. И эти привязки к этим людям, они тоже все уходят. И отваливается этот магический сектор. И я вижу, как вокруг меня, как будто бы все пространство вот так как-то развернулось. Ну, что это произошло? Оно считывается как метаморфоза. Это как бабочка.
Эти вот Мгм. символ феи, да, это Мгм. искаженная реальность, мифическая реальность. Это когда реальность основывается не на энергиях любви, а на энергиях страха, созависимостей. То есть это вот эта параллельная искаженная реальность. Я вижу, как эти все души, они проходят сквозь такие портальчики, как отверстия, и попадают в такое живое пространство. Мгм. И я уничтожаю все эти негативные энергии, программы, чипы, импланты, подключки. Я суверенная божественная душа, человек, рожденный по конам божественной вселенной. И я вижу, как я снимаю с левой руки, считывается навязанная карма, как перчатка черная. Я вот здесь вот так ее как будто бы открываю замок, и снимается Мгм. та перчатка. И в этой перчатке я вижу тот момент, где я упала, то есть это подножка. Мгм. И я говорю, вот так информация вслед, оно так уходит, и я говорю, что я не раб этих, ну, в переводе программ, Мгм. я хозяин своего пространства, и я вижу, что а, я как будто бы отцепилась, как бы, как будто я была привязана на каком-то коротком поводке. И я вижу, как я это отцепляю и выхожу. Считывается пространство здоровых душ. Мгм. Проверь, ушла ли эта психологическая травма из твоей вот этой вот запястья. Ну, Это сейчас ее я ты сняла? слышу имя Оля и вижу, как ее лицо, ну, это маркетолог, Мгм. вот так вот перемещается из сектора магии в сектор интерферента, вот так как-то движется Мгм. и тянется вот в сектор высшего я, божественного я, вот туда подключка такая серая потянулась. Мгм. Что это И за от нее идет «Я украла тебя». И там считывается как затычка такая Мгм. в Что секторе. это за энергия? И Затычка. такой там как сухой цветок. Мгм. Что это за энергия? Это она говорит, она находится сейчас по отношению, она вот так одновременно и в секторе магии, и в секторе интерферентов. И говорит, я подписала контракт за тебя, ты моя. А где твое согласие, чтобы она подписала контракт за тебя? Ну, я вижу, как я ищу, а его нету. Ну, Я так и же передай контракт не информацию, подписала. да, что, ну, как бы у нее нет прав подписывать за тебя никакие контракты, что это все ложь, обман, негативное воздействие. Все это проявляй на свет, призываю за это карму. Вот этот сухой цветок, знаешь, как есть такие сухие цветы Мгм. фиолетовые. Я ей отдаю. Я вижу, как я отрываю от сектора, это сектор будущего, сектор, а, оно считывается начальство. Так, а кто тут начальство? Мгм. Она Мгм. тупает ногой и говорит: "Я твой начальник, я буду управлять твоим бизнесом". Ага. Передай, что она в твоем пространстве находится. И главное здесь ты, уж точно не она. Тем более твоего согласия нету.
Поэтому Я мне ей передаю, я ей говорю, что я ее разоблачила, как только она мгм, мне прислала этот. Но я ее разоблачила еще при первой встрече. Просто тогда я хотела дойти, вот оно что, вот этот м, контракт, потерять все, дойти до дна. Я сразу, она мне не понравилась, ну, я настояла на том, что прежде чем сотрудничать, я хочу с ней лично мгм, познакомиться. И она мне энергетически очень не понравилась. То есть я считала, что... Но я м, хотела, я себе, ну, как бы сама себе сказала, что я хочу проверить, убедиться, да, как это работает, как интуиция срабатывает, чтобы знать это уже наверняка, то есть получить этот опыт. мгм. Ты получила И этот я опыт? получила этот Да. опыт, Теперь можешь выбирать это все. Оставлять и только я опыт. благодарю себя за этот опыт и передаю ей, что она вторглась в мое личное пространство. Я вижу, как я эту подключку отрываю от моего будущего, и там такое озарение, такой свет, и я туда перемещаюсь. Ну, ты это Я полностью убирай со своего пространства, все ее подключки, все ее контракты. я вижу вот эту черную, знаешь, как Мгм. шар такой из головы, я ей снимаю, потому что она мне 4 месяца голову морочила, обещала. А, Отдавай все, что Я принадлежит ей. забираю все мои усилия, всю мою энергию, все то время, потраченное на нее, забираю себе, а ей отдаю всю эту ее магию, всю ее... Я вижу, как я снимаю эту черную перчатку, и она возвращается к ней. Мгм. Вот. И убирай ее И полностью раз из своего закрылось все пространства. пространство это темное, я отправляю все это в портал на утилизацию. Вот, Мгм. и Хорошо. Посмотри, это программа, что я должна потерять все. Ты убрала ее со своего пространства полностью или нет? я слышу, я обрела все. Мгм. Слышу, вернулась к себе, вернуться к себе, найти себя, узнать Мгм. себя. Да. Я во всех воплощениях и в этом, здесь и сейчас, в этом времени решаю всегда прислушиваться к моей интуиции, к голосу моего божественного разума. Возвращаю себе Мгм. мою силу, мой потенциал, мое творчество, а карму, навязанную карму, кому бы то ни было, кем бы то ни было, я отправляю туда, откуда оно пришло, очищаю себя и весь мой род, перерождаю моих детей чистыми, божественными, захожу в тот момент, когда я абсолютно чистая, цельная, и передаю моим детям эту божественную целостность, гармонию, процветание, освобождаю весь мой род, моих детей, всех моих родственников и передаю информацию всему человечеству, что каждая божественная душа несет ответственность только за свои решения, и пусть каждая божественная душа станет тем, кем она есть на самом деле, творцом своей реальности, чистым, божественным. М. И Хорошо. я вижу, как у меня вырастают как крылья везде, и я говорю, что я разрешаю себе быть творцом, тем, М. кем я есть на самом деле. И вижу, как будто черная плита над моей головой уходит, и расплетаются вот эти руки мои. Вот да, программа была, где Иван Челух этот как будто бы запирал меня. Мгм. И сейчас он заперт в эту клетку,
Я провозглашаю себя абсолютно свободной, призываю все частицы моей божественной души, разрешаю себе быть тем, кем я есть на самом деле. Мгм. Проверь, заглушка сердца ушла, ты ее убрала полностью. Да, она ушла, я не озвучила Мгм. во время сеанса. Хорошо. А, центробежная сила вернулась? Да, Да, такая она вот должна быть. здесь, и она была как будто бы закрыта в таком этом, как прикрыта вот так, как руками черными. Мгм. А теперь просто это как а, такая волна, и она вот сияет в груди. Мгм. Хочешь ли ты зайти в тот момент, когда тебе было 80 лет, и изменить ситуацию с этим ревматизмом сердца? Да, Да, найти ту ситуацию, когда ты в больнице, да, ну, или когда нужно найти этот момент наилучший для того, чтобы изменить эту ситуацию с ревматизмом сердца наилучшим для тебя образом, как ты хочешь. ну я вижу, нам было по 6 лет или по 7 лет, по 7 лет. Мы с сестрой обе заболели. Был грипп какой-то хитрый, и какая-то инфекция к ней и ко мне прицепилась. У нее почки начали болеть, а меня сердце тогда. Но я вижу, что я вот эти капли как бы отдаю этим пальцем отрубленным, что через дедушку. Мгм. И я говорю моей сестре, что она свободна. Вот я вижу, как мы в кроватке обе близняшки, как мы болели вместе. Мама очень хорошо Мгм. за нами всегда смотрела, но медицина тогда такая была. Мгм. Хорошо. И я ей говорю, что она свободна, и я а, вижу, как я одеяло с нее так снимаю, и вот эти на голове какие-то примочки. И я говорю, мы здоровы. И М. я ей передаю информацию о моем сеансе, что она может все эти подключки тоже убрать, освободиться полностью, и я освобождаю свое сердце. Хорошо. Отсоединись от Да. сердца. Еще найди тот случай, когда вот это с бабушкой в 10 лет на правой ноге на стопе косточка у Мгм. тебя появилась. Посмотри, от чего она у тебя появилась, причина какая появления этой косточки на ноге. Я вижу, что какая-то там у бабушки вот, через речечку, такая речка небольшая возле дома была, и такой мостик. И я вижу, такая бабка старая, вышла, вылила на этот мостик. А это моя бабушка. Она же и вылила. Она же и вылила, да. Мгм. Ага. Так. Тогда ты можешь зайти в эту ситуацию, да, изменить ее наилучшим для тебя образом, как ты хочешь. И я вижу, как я иду, и вдруг вижу такую, как стена черная, то есть как другое пространство. Считывается пространство магии. Оно выглядит как такой кокон с вертящейся энергией внутри. Считывается заговор, Мгм. а я взяла вот так как-то, как платочком, шух, вот так сделала, и все исчезло. И я вижу, как я сразу же очутилась на другом берегу. Мгм. Ты воспользовалась своей силой и мощью, да, Да, чтобы и нейтрализовать чужую магию. показываю, вот так стою, такая большая, выше, выше бабушкиного дома, и показываю а, на этот мостик,
Мгм. И говорю бабушке: забери. И вдруг я вижу, как демон такой выходит как будто бы через крышу. И вижу смерть моей бабушки. Но у меня тогда Мгм. дома не было, Мгм. когда бабушка умерла. Но я вижу, когда она умерла, то такой черный демон как будто бы сквозь крышу вылетел. Вот этот Мгм. дух Ванчалуха. А я душе бабушки передаю, М. что она свободна. Я ее прощаю и отпускаю. И весь род мой прощаю и отпускаю. Я позволяю каждой душе занять ее исконное место в иерархии рода, в иерархии семей. Мгм. Вот, и провозглашаю право каждой божественной души на ее изначальное счастье, целостность, гармонию и процветание, на творческую силу, на проявление себя. М. И я бабушке говорю: ты свободна. М. И опять я вижу, как из левой руки, опять же, эта перчатка уходит. Я очищаю полностью свою божественную энергию от чужих перебросов, от чужих убеждений. Я верю в М. себя, в свою чистую энергию, в свой свет и передаю эту веру каждому, информацию, чтобы каждый верил только в себя, в свое изначальное право быть живым. Мгм. Кто-то Спроси у сказал себя, спасибо и вот так вот пошел, а поклонился. кто это? Кто сказал тебе спасибо и пошел? Такой светлый, как будто бы дедушка, считывается дух рода. И такой Мгм. свет от него идет вот так к сектору первого Творца. Считывается Мгм. дух рода. А дух рода такой сияющий. Это информационная составляющая нашего ДНК. И я вижу, слышу инъекция, как это магическая инъекция, которая была подсажена в родовую память. Я исцеляю. Это все волны энергии. Я наполняюсь вибрациями достатка, цельности, гармонии. Возвращаю себе и моему роду искру жизни, ядро души и М. передаю эту информацию по всем волокнам моего рода. Все инъекции эти чужеродные отправляю туда, откуда они пришли, и передаю всему роду, чтобы каждая душа, жившая когда-то или сейчас, это тоже делала. Мгм. Что происходит? Ну, я вижу, что я вот так как бы выхожу в другое пространство, вверх, и так руки раскидываю, а они как дерево. И я выхожу вверх и вижу, прямо слышу, как будто бы э, расщепляется эта земля, ну или что-то, и вот появляются стебли, корень, корни, Так, что это такое происходит? считывается сила рода, М. очищается. М. Хорошо. Спроси себя, все ли ты сегодня сделала для рода, что ты хотела Да, для его освобождения. да, Хорошо. Посмотри, как ты сейчас выглядишь. как-то таинственно. Что это значит? Почему ты выглядишь таинственно? Но мне идет так, что не пересекаюсь
с инопланетными существами. А инопланетные — это те, которые не были. Знаешь, кто такие инопланетяне? Ну, Расскажи. планетяне — это те, которые рождены живым разумом планеты, живым творчеством. А инопланетяне — это те, которые рождены из страха, не из любви, не по конам жизни, по принципам вот этого искажения, манипуляции этой черной магии. Мгм. Что означает теперь, что ты с ними не пересекаешься? Ну, я вижу, что идет вот так, что я их вижу насквозь и слышу Хорошо. мое предназначение. Мгм. Миссия Хорошо. исцеления, миссия идти своим путем, миссия исцелить человеческий род Мгм. Исцелить от чего? от собственных нарративов идет. От собственных, потому что все эти инопланетяне, они рождаются внутри сознания самого человека. М, Хорошо. Посмотри, как ты сейчас выглядишь. Все так же таинственно. Нет, сейчас я выгляжу как вот я выгляжу как это солнце. Помнишь, я говорила, как выходит такая энергия, как солнце? Мгм. Мгм. Вот сейчас я так выгляжу, но я подумала а, в начале, в самом, что означала моя оранжевая рука, когда я вот так вот И мне идет, что это а, как генетическая информация, которая передается по роду. Это Мгм. символ оранжевой руки. Мгм. Хорошо. Спроси у себя, все ли мы сегодня для тебя сделали, что ты хотела. Да, я благодарю тебя. Мгм. Я тебя. Да, это отсоединись от всех и от Мгм. всего. Да, Поднимаемся максимально вверх, да. наполняемся живыми, светлыми энергиями любви, гармонии, радости, благополучия, здоровья, молодости, достатка. Мгм. Проверь свое личное пространство, очисти от всего чужеродного, убери все замороженные ситуации, закрой все порталы. Все чисто. Поднимайся еще выше, Мгм. наполняйся светом, любовью, гармонией, радостью. Мгм. Ты готова выходить? Да, Я посчитаю от 1 до 3, и ты вернешься в физическую реальность, с которой я с тобой разговариваю, и будешь чувствовать себя великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся. Как ты? отлично. Получилось то, что ты хотела? Получилось. Ручка перестала болеть. Ура. Хорошо, Оль. Спасибо тебе Мгм. большое. Рада была тебя видеть. Так что до встречи.